Всем привет! Вы на канале «Существует способ», и в этой серии мы посетим несколько курортных районов Таиланда: остров Панган и провинцию Краби. Посетим рыбацкую деревню, поныряем и посмотрим живой коралловый риф, каменные пляжи и пляжи с белым песком. Узнаем, как работает водное такси и еще многое-многое другое. Поехали! А вот так происходит отчаливание парома. Вот он аккуратненько выходит. Человек сразу видно, что слепался, да? Вокруг острова проходит несколько дорог, но не везде. Большая часть острова — это непроходимые джунгли и национальный парк. Вот мы и решили первым делом проехать остров и полюбоваться видами. Смотрите, какая красота на севере острова Панган. Вот такой вот пирс, уходящий вот туда вот вдаль, прям в море. И здесь несколько рыболовецких суден стоит. Кстати, вот у них можно наблюдать, вынесены по краям вот такие вот палки. И на них, на краях, лампочки прицеплены. Это, собственно, для того, чтобы рыбачить в темное время суток, чтобы освещать зону, в которую закидываешь снасти. Давайте вот это рыболовецкое судно покажу немножечко поближе. Вон там даже парень, тоже капитан, наверное, подготавливает корабль. Смотрите, какие лампочки, причем разных цветов. Вот здесь даже красная, здесь серебристая. Вот их используют как раз таки для освещения. Вот эти вот треугольники, они оттопыриваются, можно сказать, в разные стороны, как весла, знаете. И они, собственно, создают освещение для рыбалки. Вот так вблизи выглядит шхуна для перевозки пассажиров. Такой кораблик небольшой, двухъярусный. Снизу места есть и сверху сидячий козыречек, чтобы не жарко было. На этом кораблике можно добраться быстрее до Самуи, нежели на пароме. Он доходит всего за полчаса или за 45 минут. Да. Право управления транспортным средством было передано Елене. Сейчас покажу, как джекфрут растет в естественной среде. Вот так вот на веточке, на таком вот дереве. Вот там еще несколько его сородичей сверху. Вот здесь домики. А здесь, собственно, висит прям на уровне пояса. Но он, кстати, очень колючий. И срывать его проблематично. Прям реально иголки у него торчат. И ствол очень толстый. Многие знают об острове Панган только то, что здесь проводится Full Moon Party, самая масштабная дискотека в Азии, вечеринка полной луны, и поэтому считают остров шумным и тусовочным. Но помимо этого события здесь можно окунуться в настоящую дикую природу. Очень много зелени, и проезжая по самым главным частям острова, не покидает ощущение, будто ты где-то в тайской деревне. Не в обиду местным жителям, это наоборот огромный плюс. Таким путешественникам, как мы, это спокойствие и природа без лишнего очень даже по душе. Мальчики тут нашли пирс, и сейчас будут... С которого можно нырять. Господи, дорвались. Ну Так, что? На раз, два, три. Ну давай. Только подальше, пожалуйста. Хорошо, не наезжай на морских. Раз, два и...
На северо-западе острова Панган есть еще одно удивительное место. Это вот такой вот островок, до которого идет песчаная коса. И когда уровень моря немножечко ниже, то она прям видна, по ней можно пройти. Но, в принципе, и сейчас тоже по пояс, но некоторые люди вон там переходят ее. То есть вот такой вот перешеечек, по которому можно попасть на практически необитаемый остров. Ну вот так вот выглядит переход на сторону острова. Прям по пояс идешь по вот этой косе. Очень красивая водичка. Цвет вообще прям максимально бирюзовый, прозрачный, чисто. Как тебе? Прикольно. Необычно. Ну, далеко в море, а ты просто идешь. А, ну да. Ну сейчас уровень воды поднялся, и, собственно, поэтому приходится вот так вот по пояс в воде переходить. А когда уровень падает, тогда можно прям по песочку пройти, не разуваясь даже. Здесь, кстати, очень красивые камни. И, кстати, множество здесь не просто камни, а кораллы. Куски коралла. Да, вот это коралловый риф. И много-много ракушек. Вот это вот, смотрите, вот это вот прям раковины. Какие-то моллюски здесь жили. И вот такие вот деревовидные кораллы тоже встречаются очень часто. Да, офигеть, это прям как яйцо дракона какое-то. И он легкий, смотри. Вообще он в руке умещается. Такой камень. Он придумывает. Такой камень подойдет тебе на сувенир. Блин, какой камень, конечно. Классно, да, но тяжеловато. Кстати, момент с Таиланда: нельзя увозить камни, ракушки и прочие штуки, которые природные. Вот, за это могут даже штраф, насколько известно, впаять. Тоже, смотрите, какая красивая скала, насколько в ней вымыта морем, я так понимаю. Вот этот весь рельеф. Вообще красота. Водичка плещется здесь. Класс, классно. И все это, кстати, бесплатно. Все эти пляжи бесплатные. И вообще здесь пляжи не могут быть платными. Это как бы вот на заметочку, не знаю, курортам нашим российским, где некоторые любят прихватывать участки и потом не подобраться к воде. А здесь даже отели и гостиницы, резорты, которые располагаются по берегам, они не имеют права закрывать доступ к воде, к берегу, к побережью. Это как бы в законодательстве у них предусмотрено. И, собственно, в принципе, в любом месте ты можешь выйти на пляж. На Пангане гораздо меньше туристов, чем на Самуи. И это понятно, потому что не очень развита инфраструктура, и по площади он в 2 раза меньше Самуи. И на нем нет аэропорта. Если вы любитель более спокойного отдыха, малолюдных пляжей, то вам именно сюда. Ну, а комментарий? Уезжаю, дружочки, буду грустить. Да, наше приключение по острову Самуи и Панган. Да. И Панган заканчивается. Вот, мы с обгоревшими носами едем дальше. Спасибо Денису за то, что приютил нас, составил компанию на эту неделю. Мы целую неделю здесь протусовались, хотя планировали всего пару дней. Вот так бывает. Но мы пожалуйста. с Денисом, вероятно, еще где-то встретимся на просторах необъятных. Не скучайте и не забывайте кушать пандановые булочки 2 раза в день. Вот и все. Пришло время покидать остров Самуи, остров Панган и двигаться дальше в новые провинции, в новые места Таиланда. Поделитесь в комментариях, какие локации на островах вам понравились больше всего и хотели бы вы сюда отправиться. Мы снова застопили паромную машину. Да, прям на пароме за минуту до выезда вписались в пикап парню. По Таиланду мы очень часто перемещались в кузове пикапа. Здесь ездить в нем официально разрешено. И можно сказать, что прокатиться так — это мечта многих путешественников. Чувака просто пикап так рычит. Жесть.
После путешествия по острову Самуи и Панган мы отправляемся в новую провинцию Краби, которая располагается на юго-западе Таиланда. В общем-то, чем славится эта провинция и чего же здесь такого классного на побережье? Почему сюда съезжается множество туристов? Попробуем разобраться. Но пока все, что мы заметили, это то, что здесь очень красивые скалы. Да. И очень много людей. Очень много людей, да. Как будто бы гораздо больше, чем на том же Самуи или Пангане. Преимущественно здесь отдыхают туристы из Германии, либо из Америки, либо из Франции. Русских мы здесь видели очень мало. По описанию в интернете мы выяснили, что здесь очень классно можно поплавать с масочкой, с трубочкой. Мы их прикупили уже и завтра отправимся на остров, на котором говорят, что максимально чистая вода, где можно понырять и посмотреть коралловые рифы, которые живые и в которых плавают рыбки. В общем-то, этим мы и займемся. А пока что просто разведаем локацию Аонанг. Это, можно сказать, Центральный туристический город. Да, Провинции Краби. Собственно, сюда съезжается большинство туристов, дислоцируется именно здесь, и отсюда уже можно арендовать какую-то лодочку, арендовать каяк, чтобы поплавать по вот этим вот заливам. Необычно то, что все вот эти вот пляжи, они отделены друг от друга скальными массивами. И чтобы пройти вот на этот пляж, нам пришлось сейчас протопать вот там по ступенечкам, по лесенкам. На некоторые же пляжи здесь вообще невозможно попасть на машине, на мотоцикле или пешком. Можно только приплыть. Здесь соорудили вот такой вот понтонный мост. Если внимательно присмотреться, то он двигается вслед за волнами. Куда волна бьет, туда его направляет. И когда по нему перемещаешься, будто идешь прям по волнам полноценно. Под тобой он будет прогибаться под каждым твоим шагом. Вот здесь, смотрите, прям проскакивает под волной. Ой-ой-ой. Непривычное чувство, как будто земля из-под ног уходит. Эта тропа, по которой мы переходили с одного пляжа на другой, она называется обезьяньей, потому что здесь реально живут обезьяны. Говорят, что здесь большая-большая колония, но мы встретили всего парочку. Краби – это материковая провинция Таиланда, прекрасное место для отдыха и туризма. Открытая туристами со всего мира относительно недавно и в настоящее время бурно развивающаяся. Поблизости провинции Краби и города Аонанг находится множество островов, в которые можно с легкостью добраться вот на таких вот длинных лодочках. И билеты в них можно купить прямо на берегу, вот в таких будках белых. Подходите с одного человека, стоимость актуальная на 2023 год, 300 бат. Ну, тут стоимость на каждый остров будет варьироваться, в зависимости от того, насколько далеко до него добираться. Но до ближайшего острова, где можно понырять классно с маской, мы заплатили по 300 бат с человека за лодку. И еще 200 бат это сбор заповедника. То есть, в общем, у нас выходит 1000 бат. Лена устроилась рядом с лодочниками. Как там песня есть? Я убью тебя, лодочник. Здесь до такого не дойдет. Это будут хорошие ребята. Да, вон они сидят там, подтягивают. У них какие-то сигареты такие интересные. То ли там марихуана забита, то ли что. Но они самокрутки и с непонятным содержимым. Но по запаху вроде бы ничего незаконного. Вот так вот, собственно, и происходит погрузка на борт. Посадка на борт. Приходится заходить по колено в воду. Лена заходит по колено. И по трапу вот такому поднимаешься наверх. Так вот выглядит лодочка. Конфуз произошел. С лодкой столкнулись. Капитану нашему якорь со дна не поднять. О, поднял. Провинция Краби довольно большая, и время здесь можно провести на свой вкус. Можно погрузиться в ночную барную жизнь с выступлениями тайских артистов, тайским боксом, а можно отправиться на экскурсию по островам, увидеть пляж с белым песком, живой коралловый риф или забрести в самые настоящие джунгли. Ну вот так вот по волнам мы добрались, пораскачивало маленько, потому что
боковое течение было. Смотрите, какая здесь прям парковка с этих лодок. Ну вот мы и высадились на острове под названием Чикен. Не знаем, почему он так называется. Но вот так вот сюда причаливают вот эти вот лодочки. Паркуются здесь вот. Здесь даже есть веревка, за которую они цепляются. Вот. И на несколько часов вас сюда привозят, а потом вечером забирают. Вот. Ну что, идем расследовать, что тут есть интересного. Но прикольно то, что вот с этой стороны шторм бьет. Сегодня вообще погода, можно сказать, немножко испортилась. Ветер поднялся. А с этой стороны спокойно тихая вода. И вот там с маской, с трубкой может поплавать. Что же, идем исследовать коралловые рифы. Взяли вот такие маски. Правда, они немножко беспонтовые, как мы уже выяснили опытным путем. Солнышко светит, вода кристально чистая. Будем смотреть, что там в подводном мире. Песчаной косе, которая находится под водой, чисто теоретически можно перейти на тот остров. Главное не намочить камеры. Нас поражает то, насколько здесь камни облеплены вот этими ракушками, какими-то морскими раковинами. Вот это, то есть, огромный камень, который по высоте почти половина Лены, весь состоит из таких вот ракушек. И каким образом это, видимо, в результате какого-то извержения, наверное, магма перемешалась с раковинами в море. И вот все камни вот такие вот здесь облепленные. Вот даже большой камень. Весь низ у него состоит из каких-то раковин моллюсков. Курорт наиболее популярен среди туристов из Европы, поэтому цены в среднем выше в 1,5, а то и 2 раза, чем на том же Пангане или Самуи. Но стоит отъехать от туристических районов, цены становятся приемлемыми. Для сравнения, в центральном туристическом городе Аонанг мы не нашли том-ям меньше 160 бат, а в окрестностях цена падает до 60 бат. Стоило нам с Леной только отъехать чуть дальше города Аонанг, и мы оказываемся вполне себе в тихом, уютном городишке. Это получается на Краби, так и называется? Краби-таун, да. Спокойненько, вообще дороги пустые, тротуары тоже, нету толп туристов, не знаю, баров, каких-то клубов, шума и прочего, что идиллия. Тут тихонечко идешь, вот спокойно себе смотришь на лодочки, вот здесь вот какие-то рыбачки, не знаю, прогулочные катерочки. Люди сидят на скамеечках, отдыхают. Вообще, вот это место для нас. Прикиньте, они даже магнитолы оборудуют себе на лодке. Ну, не магнитолы, наверное, это колонка какая-нибудь. Потом, смотрите, мотоциклы прям грузят на эти
лодки, чтобы переправить на ту сторону. А вот там вот, на том берегу, прям деревушки, которые стоят на сваях, прям на воде. Сейчас мы с Леной отправляемся на очень нелегкую тропу, потому что на вершине вот этой горы располагается храм. И чтобы до него добраться, нужно пройти 1200 ступеней вверх. И все это по жаре. Лена, ты готова к этому испытанию? А что остается-то? Конечно, готова. Здесь вот на территории есть вот такой вот храм высокий, который находится на этапе строительства. Вот внизу множество лесов. Судя по всему, недавно его начали строить. Буддийский храм, да, и наверху тоже получается какой-то небольшой храм. Попробуем осилить. Что ж делать? Офигеть, смотрите, это зал, пристройка с какими-то сиденьями, не знаю, вот там магазинчик какой-то. А здесь прямо в скале располагается храм. И вот там пещера тигра какая-то, которую нам советуют посетить. В пещере тигра есть тигр, даже два. Только они каменные, и вон они там стоят по краям. Я так понимаю, туда монетки кидают на удачу. Пещера. Множество статуэток Будды. Все различных. Вот храм по донейшн. Прям там стоит бокс, куда можно закинуть денежку. А также надо указать свой номер телефона. Лена предположила, что это нужно для того, чтобы ты не потерялся, потому что дальше храма будут лес и джунгли. И здесь на территории храма находится очень много обезьянок. Вот таких небольших. Видимо, потому что их монахи прикармливают, они здесь даже в ванне плещутся. Монахи и туристы постоянно приходят сюда и чем-то их угощают. Поэтому хорошее местечко для того, чтобы жить здесь. Вот они охлаждаются, судя по всему, так. Ой, упал. Привет. Поняли, что очень большой храмовый комплекс. Очень много здесь все различных беседок, каких-то пагод и самих храмов. Но нас интересует, конечно же, тот храм, который наверху. И вот начинаются ступенечки с подъемом стремительным вверх. Стремительно набираем высоту. И здесь классно то, что обозначает ступеньку, на которую ты поднялся. Здесь 333 только. А еще впереди чуть меньше тысячи. Получается, да. Осталось всего около сотни ступеней. Но Лена говорит: все, я дальше не пойду, брось меня здесь, оставь меня. Да ладно, Лена так никогда не скажет. Мы же все знаем ее похождение по горам Таджикистана. Если не видели это видео, то вот здесь вот прикрепим его. Даже ошибочка вышла. Не 1200, а 1280, по-моему, да, было? 1200. Ну, короче, чуть больше, чем 1200. Но вид заслуживает того, чтобы все-таки подняться на эту гору. Классно, прям вся долина открывается. 585 метров, да, над уровнем моря. Море, я так понимаю, вот как раз на уровне этих полей. Нам как будто вот ананасовые пальмы. Как будто туда спустишься и можно ананасы собирать. Просто там. Прикольно, да, они, кстати, засажены, видишь, такими плантациями. Но это вполне себе логично, потому что на разных пальмах растут разные фрукты, кокосы. Наверху, в общем-то, располагается зона отдыха, чтобы люди могли перевести дыхание после долгого подъема. С обратной стороны открывается вот такой вот вид на скальные массивы, тоже все заросшие джунглями. 1260 ступеней и 600 метров высоты. Вот здесь вот все написано. Так, да, здесь по кругу надо ходить. Вот там вот Будда у нас сидит. Здесь тоже несколько статуэток и ступа, вокруг которой можно пройти и полюбоваться шикарнейшим видом.
одно дело подняться, на другое дело спуститься. Спуститься тоже не так-то легко. Но легче, чем подниматься. Но завтра, скорее всего, ноги дадут о себе знать. Не думаешь? Ну, конечно, нагрузка не длительная была, но интенсивная. Итак, если вы не устали подниматься по лестнице, то вы можете спуститься с того вот большого храма, где мы были, пройти чуть правее, левее. Получается левее. Левее. Как только спустились, и еще раз поворачиваем налево. Да, и подняться на 180 ступенек вверх, и мы оказываемся в очень Вот в интересном таком месте, да. Здесь, если чуть дальше пройдем, там будет какое-то очень большое дерево. А здесь вот такой типа пещерный комплекс. Здесь прям домики, смотрите, прям в пещерах сделаны. Какие-то коммуникации, вон горшки какие-то стоят, веревки веливые. И как будто бы домики монахов, не знаю, или кого. Так, Вунгдин. Это, возможно, имя какое-то, наверное, кто здесь живет. А сверху, смотрите, такие вот наросты, как в пещере, знаете, сталактиты, сталагмиты. Одни растут наверх, другие растут сверху вниз. Можете написать, что это, сталактиты или сталагмиты. Классно то, что здесь в каждую из пещер, в каждый из домиков подведено электричество. Вот такие вот провода протянуты прямо по этим скальным выступам. Вот это тоже провод идет, жила. Офигеть. Хотели бы вы пожить вот в таких хоромах скальных, пещерных? Здесь какой-то домик тоже построен, но это уже получается отдельно от скалы, а те прям внутри скалы построены. Но все на замке почему-то. Вот, что-то здесь никого нет. Но вероятнее всего, что это как раз таки, да, домики монахов. Вот здесь, потому что здесь же есть какие-то священные мощи. Разуться просит все время. О, пёса. Пёса, привет. Привет. Как дела? Вы можете его булочкой угостить. А то он такой, ой, есть что-нибудь? Сейчас мы булочкой тебя угостим. Здесь несколько статуй тоже. Будды различных, вон тигр. И там где-то пещера тигра будет. Сейчас. Нет? Так, ваши пандановые булки. Извините, меня тут кормят только деликатесами, да? Похоже на то. Не, ну смотри, так нехотя такой взял, такой, ну ладно. Это она, девчонка. Давай. Очень аккуратно говорят у собачек. Привычно. Да. Ну все, распробовал, это же бандан. Как от бандана-то можно отказываться? Мы конкретно подсели на эти булочки. Они вкусненькие такие. А пандан — это растение, да, которое здесь растет. Похоже, что здесь у монахов протекает весь быт и жизнь. Вот здесь вот в этих домиках они живут. Здесь у них стиральные машинки стоят, это что-то вроде прачечной. Здесь у них кухня со всеразличной посудой и бытовой утварью. А здесь сразу, собственно, можно помолиться, сходить. Вот. Уютненько. В скалах расположились. Построили такую общину рядом с храмом. А сверху на горе можно подняться 1260 ступенек. И ты на великолепной обзорной площадке. Еще статуя Будды там стоит. Показываем, как здесь собирается вода. Судя по всему, даже пресная. Вот как раз таки с этого сталактита или сталагмита стекает вниз вода. Собирается вот здесь вот на кончике и по капельке падает в ведерочко. Удивляет тот факт, как появляются, собственно, вот эти вот пещеры. Потому что есть гора, вот, на которую мы поднялись. И вокруг нее, получается, по периметру идет вот такая вот типа пещера, типа ущелье. Под этой горой, по периметру. Такую картину можно наблюдать много где, даже вот на островах, на которых мы вчера были, на которых плавали на лодочке, у них получается точно так же. Вот есть остров, такой вот выступ, грубо говоря, а по периметру вот идет вот такая вот пещера. Ой, вот здесь вот. Вот здесь вот вообще можно туда забраться. Прям в пещеру подведено электричество, лампочка.
И поэтому здесь даже можно все это посмотреть вблизи, как все это сформировано. Все вот эти вот выступы, все наслоения вот эти. Естественно, все эти пещеры ранее использовались как жилище, как укрытие какое-то от хищников, от непогоды. И, собственно, наверное, поэтому здесь и возникали вот такие, что-то вроде храмов внутри, прям пещеры. То есть вот про что я говорю, что получается сверху вот это вот находится гора, на которой мы поднимались, 1260 ступенек. Прям вот, если наверх смотреть. И по периметру она окружена вот таким вот, можно сказать, как рвом вовнутрь. По сути, подняться на вот эту вот гору возможно только вот там вот по ступенькам. Потому что стены совершенно неприступные. Ну, для альпинистов, может быть, для скалолазов. Здесь ничего неприступного нет, но для простых пешеходов, для обычных хайкеров, как мы, здесь подняться является невозможным. Вот, собственно, мы подходим к еще одной достопримечательности вот этих вот окрестностей. Это вот к такому большому дереву. Посмотрите, насколько огромные корни у него. Охренеть просто. Вот я даже по-другому сказать не могу. Жесть. Этот корень больше, чем я, наверное, раз в 10. Давай сейчас я вот встану для сравнения. Бедный подснимет. О! Вообще не дотянуться. Дерево, ребята, реально дерево. Это не просто что-то слепили, взяли там, какую-то бутафорию сделали. Это прям полноценный ствол дерева, уходящий наверх. Вот с такой необычной корневой системой. Если прошлое дерево было с огромным просто корнем, то здесь можно наблюдать вот такую вот плетенку, косичку. Собственно, это лиановый корень или это тоже какое-то дерево, которое начало обвивать вот этот большой ствол. Причем толщина у него просто громадная. В диаметре этот плющ, наверное, составляет, ну, сантиметров 10, наверное, точно. Может, даже чуть побольше. В общем, мы сделали кружок вот по этой территории, которая находится в окружении скал, и поняли, что здесь идеальная среда для того, чтобы росли вот такие вот гигантские деревья. То есть это мы встречаем уже, наверное, дерево 5-е, вот с таким вот объемным корнем. Прям вообще охренеть. Вот давайте шаги замерим. Замеряем. Вот я стою у краешка его. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8,5 метров, ребят. Это вот все, вот корень тянется с одной стороны до другой. И да, наверное, за счет того, что эта территория окружена скалами со всех сторон, а здесь Лена предположила, что деревьям хорошо расти, потому что они не сломаются ветром, не сломаются какой-то непогодой. Вот еще одно большое дерево. Вот это вот, наверное, деревья, которые в последующем станут большими-большими. Ой, смотри, здесь прям с таким заворотом. Класс, у него так корень интересно извивается. И почему-то каждый корешок, он идет плоский. Прямо реально спираль такая вот получилась. Спираль, и внутри нее даже деревце растет. Так как здесь располагается пещера тигра, соответственно, есть и несколько статуй тигров. И сзади, смотрите, какого необычного цвета скала. Такая рыже-красная, вся в изгибах. Но больше, чем, наверное, 1200 ступенек.
И больше, чем пещера тигра, нам понравился лес. Он реально очень крутой. Таких деревьев мы раньше нигде не видели. Хочется еще показать, насколько здесь прикольные автобусы туристические, которые привозят сюда людей на экскурсии. Вот, собственно, вот так вот они выглядят. Очень футуристично. Смотрите, какие окошки тут. Наклеечка поверх какая-то идет. И все разукрашенные, разнаклеены всякими узорчиками. Вон, лестница наверх, они двухэтажные. Класс. Очень по-современному выглядит. Я думаю, на таких автобусах вполне себе комфортно путешествовать, перемещаться. Вон здесь тоже, смотрите, это какой-то, не знаю, там аниме или манго, что-то такое. В общем, рассказываем по ценам на фрукты. Лена тут запала на маленькие ананасики. Вот такие они вообще крошечные. По 10 бат они здесь, по 20 рублей, грубо говоря. 20 с копейками. Большой ананас по 60. Значит, манго. Здесь очень много видов, все различного. Есть зелененькое, вот такое по 120 рублей. Это по 100 рублей. Это тоже по 100. И по 120. Мы пробовали вот такое зеленое, но оно должно быть мягкое. Здесь оно не мягкое, поэтому мы его не берем. Драгон фрут по 130 рублей. 130, да, рублей. Пробуй. Сладкий или нет? Что, невкусно? Ну, он сладкий. Прикольный. В смысле? Вообще офигенный. А еще мякоть там кушать можно. Кстати, ананасики вот мы взяли сейчас. Их нам сразу же и почистят. Вот там женщина их нарезает. Сервис просто на высоте. Нам этот кокос мало того, что открыли, мы его выпили. Так еще и после этого его раскололи пополам и дали ложечку, чтобы соскрябать вот эту вот кокосовую жельку. Да, это выглядит как желька. Короче, мне понравился сок, вот эта вот кокосовая водичка, а Лене понравилась пюрешка. Мне не понравилось. На этом серия подошла к концу. Благодарим за просмотр. Напишите в комментариях, какое из мест наиболее вам привлекательно и куда бы вы хотели отправиться. Следующая серия будет посвящена тайской уличной еде. Ее там, очень много. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить все самое вкусное. А еще мы зайдем в 7-Eleven и проведем обзор самых необычных продуктов, которые можно там найти. Поддержать нас можно донатом. Все реквизиты в описании под видео. Отдельная благодарность постоянному спонсору нашего канала Sun Studio, нашему другу Алексею Черепанову. Все, до скорого!